Многие считают дайвинг очень опасным видом спорта и панически боятся погружений. Кино и интернет этот страх активно подпитывают, постоянно подкидывая новые ужасы, ожидающие человека под водой, будь то синяя бездна, открытое море или какое-нибудь нападение осьминога-убийцы 7. И в этих фильмах людям под водой приходится столкнуться не с собственной глупостью и безалаберностью, как это чаще всего бывает в реальной жизни, хотя последнее время и это тоже достаточно популярный стал жанр выживалки, а с ужасными монстрами глубины. Да какие же морские обитатели представляют угрозу для человека, а опасность каких – только миф. Всем привет! Вы на канале «За мечтой дайвинг и путешествия». Меня зовут Елена, я инструктор по дайвингу. И это видео про самых опасных подводных животных я хочу начать с дисклеймера. Я считаю, что под водой вообще не нужно ничего бояться, просто нужно соблюдать правила поведения в чужой для себя среде. Все, спасибо за просмотр, расходимся. Шучу, естественно. Начинаем. Океан заселен самыми разнообразными существами, и хотя чаще всего они на нас внимания не обращают или даже боятся, относиться к некоторым существам следует более внимательно, чем к остальным. Главное правило, которое нужно соблюдать под водой, это не распускать руки и ничего не трогать. Я часто говорю своим студентам, что вы, конечно, можете попробовать что-то потрогать, но потом не обижайтесь, если это что-то потрогает вас в ответ. И второе правило – относиться ко всем морским существам уважительно, соблюдать разумную дистанцию и понимать, каким животным не стоит подходить слишком близко и тыкать им в морду камерой. У меня на канале уже было видео про скатов и трагическую историю Стива Ирвина, охотника на крокодилов, который, по всей видимости, этим правилом пренебрег и за это поплатился. Часть первая. Акулы. Самые страшные хищники морей в 21 веке и сами оказались в огромной опасности. Многие виды сейчас находятся под угрозой исчезновения. Из более чем 500 видов акул только несколько статистически показали себя более-менее опасными для людей. Это, конечно же, звезда челюстей большая белая акула, тигровая акула, бычья акула и длиннокрылая океаническая акула лангеманус. Последние 30 лет ученые считали, что большинство нападений акул вызвано тем, что акулы путают пловцов и серферов со своей добычей, плавающей на поверхности. Но не все согласны с этой теорией, сейчас в интернете можно найти более подробную классификацию. Итак, на первом месте по частоте так называемые исследовательские укусы, то есть укусы из любопытства. Потрогать акулы могут только зубами, и зрение у них не очень хорошее. Дальше идут соревновательные, оборонительные, случайные или так называемые неловкие, территориальные, акулы защищают свою территорию, рефлекторные или инстинктивные, и только на последнем месте стоят так называемые хищнические, с целью полакомиться. Также некоторые ученые указывают и на влияние внешних факторов, таких как изменение температуры, изменение количества рыбы в океане, чаще всего уменьшение и так далее. Большинство нападений акул на людей не заканчиваются фатально, особенно в случае исследовательских или защитных укусов. Люди обычно получают сравнительно небольшие повреждения, в отличие от хищных укусов, где акулы могут вырывать большие куски плоти. И даже в этом случае шансы выжить есть, так как тактика акул – нанести быстрый укус и ждать, пока жертва ослабнет и истечет кровью. И в это время у пострадавшего есть шанс позвать на помощь или выйти из воды. Вообще есть забавная статистика, что каждый год больше людей погибает, упав с кровати, чем от нападения акул. Большинство видов акул, которые часто встречаются ныряльщикам в прибрежных водах, абсолютно безопасны и даже застенчивы. Приходится приложить немало усилий, чтобы рассмотреть их поближе. Например, серые рифовые акулы на Мальдивах подходят к рифам вместе с течениями для кормежки, но чтобы их увидеть, приходится держаться очень близко к дну, практически не двигаться и даже стараться тише дышать, чтобы производить как можно меньше пузырей. В противном случае акулы уйдут от рифа на глубину. Существует даже правило вежливости для дайверов. Если одна группа смотрит акул, вторая ни в коем случае не должна проплывать перед группой, чтобы не распугать акул.
Но в то же время можно отметить относительное увеличение нападений относительно безопасных акул. Да, все относительно. Например, таких как акулы-няньки. Некоторые связывают это с тлетворным влиянием социальных сетей и ростом популярности так называемых шарк-флюенсеров. Это блогеры, которые показывают близкое взаимодействие с акулами. А простому народу, конечно, хочется также, что, естественно, приводит к росту защитных, случайных и территориальных нападений. Спрос рождает предложение, поэтому во многих местах акул начинают подкармливать, что, естественно, не способствует безопасности. Вот так, например, выглядит снорклинг с акулами-няньками на Мальдивах, где, если не держать руки при себе, можно получить пару неприятных укусов. В общем, надо понять, что акулы – это не ужасные монстры, но все-таки доминантные хищники, а не щеночки. И в присутствии их нужно вести себя осторожно и не забываться. Часть 2. Медузы. Еще одни существа, которые, по моему опыту, вызывают не вполне обоснованный страх у большинства людей. Существует более 200 видов медуз, и прикосновение почти всех из них вызывает не больше проблем, чем ожог крапивой. Но есть и по-настоящему опасные виды медуз, которые желательно знать в лицо. Морская оса из вида кубомедуз, огромная цианея, португальский военный кораблик. На самом деле это не медуза, а целая колония полипов, но очень уж похожа на медуз. И, наконец, медуза ируканджи. Но даже встреча с этими красотками не всегда означает приговор. Все зависит от площади соприкосновения со стрекательными клетками. Например, в случае с морской осой это должно быть соприкосновение примерно с 3 метрами щупальцев. По статистике в Австралии за 13 лет только 8% пострадавших нуждалось в госпитализации. У дайверов, кстати, есть огромное преимущество перед обычными пловцами. Находясь под водой, гораздо проще заметить медуз и не приближаться. Плюс дайверы защищены оборудованием и гидрокостюмом. Конечно, без инцидентов не обходится, и в случае чего нужно быть готовым оказать первую помощь себе и окружающим. Работая на Мальдивах, мне посчастливилось встретиться с португальским корабликом. Дело было летом, в сезон дождей, и море штормило. Уже заканчивая пробное погружение с берега, мы столкнулись с остатками колонии, плавающими по поверхности рядом с выходом. Пока клиенты вылезали из воды, я пыталась отогнать щупальца пойнтером, такая подводная указка, но все-таки получила пару ожогов в запястье. Я была в длинном гидрокостюме. Я сразу же смыла остатки щупальцев соленой водой и рукавом. Ни в коем случае нельзя использовать пресную воду, так как она может спровоцировать выброс оставшегося в клетках токсина. И потом уже в дайв-центре я обработала ожог уксусом и приняла таблетку от аллергии. Боль, естественно, была, но не очень сильная. Правда, к вечеру кисть руки немного онемела, но к утру все прошло без последствий. Еще медузы достаточно часто обжигают мне верхнюю губу. Самый сильный ожог был на Бали, у меня чуть слезы из глаз не полились, так было больно. Губа сразу же начала опухать, и до вечера я была вот такой вот красоткой. Бесплатное увеличение губ, так сказать. Часть 3. Морские ежи. Эти безобидные морские создания тоже снискали себе дурную славу среди отдыхающих, но для дайверов они не представляют опасности. Во-первых, мы обычно находимся в состоянии нейтральной плавучести и не встаем на дно, а во-вторых, дайверов от случайного прикосновения защищает гидрокостюм и ласты на ногах. Да и в случае обычных туристов проблем легко избежать, если не наступать на кораллы, так как на песке совсем рядом с берегом ежей обычно не бывает, а на камнях и кораллах сколько угодно. Если соприкосновение с морским ежом все-таки состоялось, то тут все зависит от площади и количества иголок. Хотя иглы некоторых морских ежей содержат токсины, могут вызвать аллергическую реакцию, но чаще урон от иглы равноценен урону от обычной занозы. Если иглы морских ежей очень тонкие, то извлекать их не нужно, так как они очень хрупкие. Достаточно попробовать их выдавить или растворить лимонным соком или слабым раствором уксуса. Затем место укола нужно обработать антисептиком. Помогает также обработка места укола теплой водой или компрессами. Они облегчают боль и уменьшают отек. Если иголки толстые и не растворяются, все равно не рекомендуется их вытаскивать самостоятельно, лучше обратиться к доктору. Для инструктора мелкие уколы морских ежей – это обычное дело, когда мы пытаемся помочь не слишком грациозному студенту. Обычно я выдавливаю иголки сразу же под водой и затем на поверхности мажу йодом. Иногда уколы опухают, но обычно все проходит на следующий день. Часть 4. Самые зубастые. Дальше мы познакомимся с обладателями самых страшных зубов под водой. После акул, конечно. Мурены.
Помню, когда я только начинала нырять с маской и с трубкой в Египте, я боялась мурен за их неприятный внешний вид. Желеобразное тело и острые кривые зубы. Казалось, что даже с глубины пары метров она может выскочить ко мне на поверхность и укусить. На самом деле мурены, несмотря на специфическую внешность, никогда не покинут свое удобное убежище в кораллах, чтобы гоняться за пловцами, так как мы явно не входим в их рацион. Мурены – ночные хищники. Они охотятся ночью, а днем предпочитают прятаться между щелями камней и кораллами. Вопреки распространенному мнению, мурены не имеют ядовитых желез, а укусы мурен очень плохо заживают из-за загнутой формы зубов, оставляющих рваную рану, а также слюны. В пасти мурены среди остатков пищи размножаются болезнетворные бактерии, которые вызывают заражение раны. Постоянный же оскал мурены вызван необходимостью. Мурены часто сидят с открытым ртом, потому что дышат через него, ведь в тесных укрытиях приток воды к жабрам затруднен. Есть также мнение, что мурены не только не проявляют агрессии по отношению к дайверам, с ними даже можно подружиться. Но тут главное не переступить черту. Одно дело тактично подойти поближе, чтобы сфотографировать, а другое дело начать подкармливать или пытаться гладить. Тут, как говорится, кто не спрятался, я не виноват. Известен случай инструктора на острове Пипи в Таиланде. Он попытался приручить мурену, подкармливая ее, и заодно развлечь туристов. Но однажды что-то пошло не так, и мурена вместо предложенной сосиски отхватила инструктору большой палец. Бедняге пришлось сделать операцию и пересаживать палец с ноги. На лицо ужасные, добрые внутри. Это про мурен. Они никогда не проявят агрессии по отношению к человеку, если их не провоцировать, кормить, трогать или пытаться вытащить из укрытия. Барракуды. В мире существует более 20 видов барракуд, от совсем маленьких до больших, способных вырастать до 2 метров. Небольшие барракуды, такие как желтохвостые барракуды, часто формируют огромные стаи, и, естественно, никакой другой опасности, кроме как задохнуться от восторга для дайверов, не представляют. А что насчет больших барракуд? Были зафиксированы случаи нападения барракуд на человека, но эти инциденты очень редки. Например, на дайверов барракуды за прошлый век нападали 25 раз, но при этом большая часть этих случаев произошла во время подводной охоты, то есть происходили разборки из-за пойманной рыбы. Также в очень мутной воде барракуды могут принять движущиеся руки и ноги пловца за рыб и напасть, особенно если на них будет надето что-то блестящее – кольца, часы или браслеты. Барракуды – это падальщики, поэтому они часто сопровождают пловцов или дайверов, принимая их за больших хищников и ожидая поживиться их добычей. Но даже в этом случае опасность незначительная, если барракуду не провоцировать и не подходить слишком близко. Титановый триггер, он же синеперый баллистот. Это крупная рыба из отряда спинороговых, которая может вырастать до 75 см в длину. Не имея широкой известности в массах, эта рыба является настоящей грозой морей среди дайверов и снорклеров. Обитают эти рыбы в тропических морях на мелководье. Их часто можно встретить в Красном море, Таиланде и на Мальдивах. Питаются они ракообразными моллюсками, морскими ежами. Поэтому они имеют достаточно мощные челюсти и крупные зубы, способные переламывать кораллы в поисках пищи. Обычно триггеры ведут себя достаточно уверенно, не сильно боятся людей, но и не приближаются слишком близко, но только не в период нереста. Во время нереста триггеры откладывают яйца в гнезда на песке и начинают агрессивно защищать свою кладку и всю прилегающую территорию. Если подплыть слишком близко, триггер поднимает спинной плавник, обозначая свое намерение, и если потенциальная угроза не уплывает, начинает атаковать. Триггер пытается укусить обидчика, а также, разгоняясь, бьет своими мощными зубами, оставляя неприятные синяки. Причем в случае с человеком триггер всегда пытается целиться в голову. Что делать в случае нападения триггера? Самое главное не паниковать и не всплывать резко на поверхность для дайверов, так как триггер продолжит преследование до самой поверхности, а для дайверов быстрое всплытие – это дополнительный риск. На самом деле рекомендации очень похожи на советы, как вести себя при встрече со злой собакой, не показывать свой страх и покинуть его территорию, не поворачиваясь спиной. При необходимости можно защищаться ластами. Конечно, угрозы жизни триггеры не несут, но пару синяков и укусов могут оставить. Были случаи, когда удачный в кавычках удар триггера в голову вызывал рассечение и легкое сотрясение мозга. Сезон размножения триггеров на Красном море – это обычно лето, в Таиланде – ранняя весна. Не во всех местах триггеры одинаково агрессивные. На моем опыте самые надоедливые триггеры мне попадались на острове Катао в Таиланде, а самые мирные – на Мальдивах. Именно в Таиланде я получила хук слева от триггера, причем дело было в январе, еще до сезона размножения. На одном из дайвов я почувствовала внезапный удар
по лицу, до такой силы, что у меня аж искры из глаз посыпались. Плыла я впереди группы, естественно, других людей вокруг меня не было, то есть ни от дружеской ласты, ни от баллона прилететь мне не могло. И когда я начала крутить головой, пытаясь понять источник опасности, я увидела, как здоровенный триггер разворачивается и заходит на второй круг. Времени на размышления у меня не было, поэтому я автоматически сложила руку в кулак и дала сдачи. Костяшками пальцев я почувствовала, что попала, и триггер, явно удивленный таким отпором, быстренько ретировался. Слава богу, я отделалась синяком, обошлось без потери зубов. Моим клиентам так понравился этот боксерский матч, что на следующем дайве они просили повторить. Как бы ни были агрессивны триггеры, не стоит забывать, что они защищают свое потомство, а мы у них в гостях. Поэтому, увидев триггера с поднятым плавником, просто лучше спокойно уплыть в сторону. Часть 5. Ядовитые. Скорпеновые. Разнообразные скорпены, рыбы-камни, бородавчатки – это одни из самых ядовитых и при этом хорошо закамуфлированных хищников в море, и в этом их опасность для человека. Природа наградила скорпен весьма необычной и даже отталкивающей внешностью, но при этом сделала их мастерами маскировки. Кроме пестрой окраски, скорпены имеют многочисленные выросты, которые могут быть в виде коротких пучков, имитирующих замшелость, или ветвистых образований, напоминающих водоросли или кораллы. Получаются такие рыбы-невидимки. Скорпены всегда охотятся из засады. Мало того, что эти рыбы трудно различимы на фоне окружающего ландшафта, так они еще и зарываются в грунт таким образом, что снаружи видны только глаза. В процессе эволюции части плавников скорпены превратились в колючки. Каждая колючка имеет две бороздки, по которым стекает слизь, выделяемая ядовитыми железами у основания колючки. Такой принцип строения немного напоминает устройство ядовитых зубов у змей. Вот это сочетание сильной ядовитости и хорошей маскировки делают скорпен потенциально опасными для людей, так как весьма вероятно не заметить рыбу и задеть ее шипы. Но так же, как и с морскими ежами, у простых купальщиков намного больше шансов неприятной встречи, так как в отличие от дайверов, они чаще встают на дно, не оценивая при этом, есть ли под ними что-то живое. Для человека яд скорпена не фатален в большинстве случаев, но сильная боль и другие симптомы могут сохраняться в течение нескольких дней. При уколе о шип в ранку попадает яд, который вызывает очень сильную боль. Боль нарастает со временем и может привести даже к потере сознания от болевого шока. Помимо этого, компоненты яда вызывают понижение давления, отек легких и онемение пораженной конечности. При уколе скорпена рекомендуется промыть рану соленой водой, аккуратно удалить грязь и песок, попробовать удалить шипы и опустить рану в такую горячую воду, как только может человек терпеть без ожога. Не рекомендуется закрывать рану повязкой. Конечно же, стоит обратиться к врачу, который удалит оставшиеся колючки и назначит лечение. Как уберечься от встречи со скорпенами? Ответ предельно прост. Внимательно смотреть, куда мы ставим руки и ноги. Желательно по возможности этого избежать, особенно когда мы плаваем вблизи коралловых рифов. Крылатки или рыбы-зебры. Родственница скорпен. В отличие от первых, имеющая весьма привлекательный и яркий внешний вид. Но ее красивые плавники также скрывают ядовитые шипы, большая часть которых расположена под спинными плавниками. Последствия укола для человека будут такими же, как и ее родственницы скорпены. В случае с крылаткой дайверы находятся в менее выгодном положении, чем пловцы, так как на фоне песка и сверху крылатку намного легче заметить, чем среди зарослей коралловых рифов, особенно если дайвер подплывает слишком близко к кораллам или слишком увлечен фотографированием. Но самое интересное, что крылатки оказались опасны не для конкретного человека, а для целых экосистем. Крылатки – это одни из самых известных нелегальных иммигрантов в подводном мире. Изначально ареалом обитания этих животных был Индийский и Тихий океан, но благодаря человеку они смогли проникнуть в Средиземное море с кораблями через Суэцкий канал, а также в Карибское море. И если в Средиземном море они не наделали пока особого шума, то в бассейне Карибского моря их появление принесло поистине катастрофические последствия. Интересна теория проникновения крылаток на американский континент. Согласно одной из версий, это произошло в 1992 году во время урагана Эндрю. Океанариум во Флориде каким-то образом разрушился, и часть крылаток вырвалась на свободу. Другие, менее волнующие версии гласят, что крылатки попали в море либо при сбросе балластных вод из кораблей, которые пришли из Индийского или Тихого океана, или были выброшены при чистке аквариумов у любителей экзотических рыб.
Крылатки на новом месте почувствовали себя просто прекрасно. У них не было естественных хищников, размножались они с космической скоростью и уже через несколько лет распространились на обширную территорию. А учитывая, что крылатки крайне прожорливы, они могут съедать пищи в 30 раз больше собственного размера, вся экосистема оказалась под угрозой. Сейчас популяцию крылаток пытаются контролировать, в том числе используя их гастрономические свойства. Оказывается, несмотря на ядовитые шипы, мясо крылаток не только безопасно, но и очень вкусно. Поэтому правительство стран Карибского бассейна пытается стимулировать владельцев ресторанов закупать больше крылаток и, соответственно, подводных охотников больше их добывать. Технологии не стоят на месте. Даже разработали подводного робота, который может охотиться на крылаток без присмотра со стороны человека. Морские змеи. Как обыкновенные наземные змеи, они сначала обездвиживают или убивают жертву ядом, а затем глотают добычу целиком. Большинство морских змей питается рыбой, и так как рыбы менее чувствительны к змеиному яду, чем теплокровные животные, яд морских змей обладает очень высокой токсичностью. Его действие подобно действию яда кобры, подавляет передачу нервных импульсов, что приводит к параличу дыхательного центра и быстрой гибели пораженного животного. Несмотря на мощный ядовитый аппарат, морские змеи практически не опасны для человека. Дело в том, что морские змеи пускают в ход свое грозное оружие лишь при охоте и только в крайнем случае используют его для самообороны и при этом не выпускают яд полностью. Такому крупному животному, как человек, такой дозы чаще всего недостаточно для смертельного исхода, но лучше не рисковать и не приближаться к морским змеям слишком близко. Тем более, при встрече с дайверами морские змеи весьма застенчивы и предпочитают побыстрее уплыть или спрятаться в кораллах. Вот такой обзор по самым опасным морским обитателям. Надеюсь, было интересно и вы узнали для себя что-то новое. Пишите в комментариях, какое ваше самое любимое морское чудовище, с какими вы встречались в реальной жизни и чем эти встречи заканчивались. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока!